Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу поведать вам о своем небольшом опыте использования объектива, такого светосильного зума Pentax 16-50 мм f2.8 со звездочкой. Давненько, на самом деле, мне хотелось его попробовать, но как-то или у меня не было в тот момент какой-нибудь тушки Pentax, на которую можно было бы нацепить, или он в тот момент казался мне слишком дорогим, потому что, бабок лишних в этот момент не было, когда возникало такое желание его протестировать. Но, благо, мне этот объектив смог подогнать подписчик, он привез его мне аж из другого города, когда в Питер сам прикатывался, за что ему большое спасибо. Я на канале уже рассказывал вам про обычный стандартный кит 18-55 мм Pentax, который ALWR. Также на канале есть видео и про их темненький, но более универсальный зум 18-135 мм, который, в общем-то, тоже довольно-таки прикольный. Что вообще характерно для Pentax, у них почему-то вот такие китовые и, скажем так, не самые важные стекла в системе, они хорошо сделаны. Ну и понятное дело, что я уже много тут рассказывал на канале про разные limited стекла. Они почти что все мне нравятся, некоторые больше, некоторые меньше. Но в целом limited серия тоже прекрасная. А вот про линзы со звездочкой я до этого упоминал разве что в старинном еще моем обзоре на Pentax K1 Mark II, потому что я его, собственно, тестировал с 50 мм f1.4 со звездой. И стоит, наверное, пояснить, что когда я говорю звездочка, это имеется в виду, что не как в каком-нибудь тексте там, да, звездочка появляется где-нибудь там с краю и типа сноска внизу прочитай там пояснение какое-то. Нет, конечно же, не про это речь. Звездочкой помечаются у Pentax всегда самые топовые профессиональные стекла, но обычно они при этом и самые дорогие, конечно же. Они сделаны бескомпромиссно хорошо, то есть из лучших сортов стекла, с пылевлагозащитой, с шустрым автофокусом, с высокой светосилой. В общем, все, что можно сделать хорошо в объективе, там максимально хорошо в таких объективах. Ну и вот наш сегодняшний герой, это как раз квинтэссенция таких всех возможностей оптических Pentax, по крайней мере для APS-C камер это уж точно. Это могучая, мощная такая вещь, крутой светосильный зум с эквивалентом фокусных расстояний 24-75 мм. У этого объектива абсолютно все прекрасно с резкостью, там практически отсутствуют какие-либо хроматические аберрации. Ну и создан этот объектив 16-50 мм для тех людей, которые готовы просто максимально, без каких-то там оговорок, без размышлений о цене, потратиться на наивысшее возможное качество. Вот на таких людей этот объектив ориентирован. Ну, давайте уже без лишних предисловий. Сейчас объектив я вам покажу, как он выглядит, что там к чему, и дальше уже перейдем к картинкам. Объектив прям-таки большой, тяжелый. Большая часть корпуса у нас выполнена из металла. Стекла сюда тоже насыпали очень много, если так грубо выразиться, всех тут видов элементов, какие только можно вообразить. Объектив может работать и от отвертки, и без нее, в зависимости от того, как вам удобнее. И оба варианта достаточно шустро фокусируются. Вокруг байонетного крепления здесь есть очень такое мощная, такая толстая резиночка для уплотнения. Тут, конечно же, имеется у всего корпуса влагозащита, везде здесь резиновое уплотнение. Кольцо ручной фокусировки очень широкое, но оно, покрыто, конечно, качественной резиной, все туда-сюда хорошо крутится. Единственное, что расстояние этого оконца, которое мы видим, как-то очень быстро пролетает. То есть здесь прям очень небольшой ход, что неудобно при ручной фокусировке, прям скажем. Кольцо зумирования также покрыто нормальной резиной качественной, ничего здесь не рассыхается, все отлично сделано. Зум от 16 до 50 миллиметров. Немного туговат, конечно, по ощущениям моим, но с другой стороны, хоботок не будет сам собой выезжать. Выдвигается он при этом без движений туда-сюда, взад-вперед этот хоботок. Он двухсекционный и движется только в одну сторону, так раскладывается, как телескоп какой-то. И он, кстати говоря, из пластика.
люфта какого-то серьезного я тут не наблюдаю. Он немножечко ходит, там, буквально там, какие-то доли миллиметра, но это, я думаю, что серьезно никак вообще ни на чем не сказывается. Так что в этом плане тоже полный порядок. Сбоку есть переключатель AF/MF. Вот здесь вот такой слайдер. И рядом шильдик золотистый, указывающий, что это элитная звездная серия. Видите, вот звездочка такая. Передний элемент просто гигантский, аж 77 миллиметров здесь. Фильтр нужно применять. Такое себе, конечно, дорогое удовольствие. Ну, за качество надо, видимо, платить все-таки, они так считают. Бренда, кстати, тоже огромная. Сейчас я тут ее надену. Сейчас тут щелк. Вот. И огромная вот такая вот здоровенная фигурная бленда. Ну и традиционно для Pentax, как видите, здесь есть оконце такое. То есть при желании можно вот эту дверцу открыть. И если ты используешь полярик, то с надетой блендой можно его все равно крутить. Что очень удобно и, в общем, я считаю, разумно. Прежде чем к обсуждению картинок мы перейдем, хочу напомнить вам сразу же про важные ссылки в описании. Там действительно есть немаловажные ссылки. К примеру, мой телеграм-канал. Там я выкладываю фото документами, которые можно скачать и посмотреть в полном размере. Вот про ту технику, про которую я сейчас в обзоре, допустим, рассказываю, потому что все-таки ютубчик качество, естественно, здесь ужимает, Full HD тем более, тут особо не посмотришь, не поймешь, что к чему. Там можно картинки более детально поразглядывать. Обязательно их выкладываю. Ну и также я делюсь там свежими фотографиями с какой-либо техники, которую я вот в этот момент тестирую. Ну или выкладываю какие-то фотографии других фотографов, которые меня вдохновляют, к примеру. Ну, а также в описании есть и ссылки на некоторые способы, которыми можно поддержать мой канал, потому что, ну, я вообще-то работаю, напомню, на энтузиазме. Я просто потому что могу и потому что мне хочется, делаю для вас этот канал, рассказываю тут про все. Так что смотрите, если есть желание, можете на Бусти подписаться или также, ну, допустим, там единоразово как-то задонатить на Donation Alerts. В общем, все ссылки в описании. Там также, если что, есть еще и всякие мои соцсети, если вам это тоже будет интересно вдруг. Ну, а теперь давайте же уже наконец поговорим о картинках. Как я в самом начале ролика и сказал, у этого объектива на любом фокусном расстоянии, так как это объектив со звездочкой, всегда прекрасная картинка, она резкая от угла до угла, нигде никаких, не знаю, там компромиссов нет, так что у тебя там здесь, допустим, на этом фокусном что-то получше, на другом что-то похуже. Вообще ни разу такого здесь не наблюдается. Всегда детализация на высочайшем уровне. Ну и, конечно же, на такой объектив будут прекрасно получаться какие-то пейзажики или еще какие-то подобные снимки, потому что здесь с резкостью все прекрасно, как я уже сказал. Мыла никакого здесь не сможем пронаблюдать, особенно если прикрыть дырку посильнее, чтобы увеличить еще и дополнительно глубину резко изображаемого пространства. Хроматических операций каких-то ощутимых я из него не смог выжать, хотя не могу сказать, что я не старался, потому что я действительно там снимал там и в контровом, и в жопином, каком только свете не пытался снять и какие-либо объекты там контрастные подснять, но вот чего-то прям такого значительного, там, чтобы где-то хромота поперла, какие-то каемки появились прям ужасные, ничего такого у меня не получилось сделать. С этим у объектива тоже все замечательно. Ах, да, и 16-50 мм он также фокусируется с очень близкого расстояния, что очень отрадно для подобного универсального объектива, который ты явно будешь использовать в каких-то сценариях, где тебе не хочется перенацеплять какой-то специализированный фикс, там еще что-то делать. Для любительского макро он, короче, тоже годится с резкостью, детализацией, микроконтрастом, там тоже все будет очень хорошо. И также, конечно же, у этого объектива очень приятная, богоугодная, няшная бакешечка.
Ну, а зума, который здесь имеется, ну, все-таки 75 мм, это уже фактически портретное такое фокусное расстояние, достаточно вполне для того, чтобы как раз-таки или портретики какие-то снять, или снять, допустим, кошечек или собачек, чтобы их не запугать. Ну, то есть, чтобы в упор к ним не подходить. Я на этот гигантский объектив, конечно же, смог снять и несколько стрит-фотографий, хотя, ну, наверное, это скорее исключительное какое-то его применение. Тут на ваш страх и риск вы можете этим заниматься, потому что, ну, все-таки здоровое стекло, заметность, очевидно, что ты что-то там снимаешь. Вот где там мужик какой-то валяется на фотке, у меня вообще там конфликт вышел с каким-то прохожим, потому что оказалось, что там чуваку вроде бы плохо, там ему вызвали скорую. Я задумался, ну, блядь, а что ему хуже стало от того, что его сфоткал, не очень понятно. Мне же больше всего понравилось на этот объектив снимать какие-то обычные, какие-то небольшие, спокойные городские зарисовки, что-то архитектурное, что-то такое немножко вырванное из общего контекста, какие-то детали подметить, там ранним утром или поздним вечером что-то такое пощелкать, когда приятное освещение. И объектив, в общем, со всех сторон просто прекрасный, замечательный и великолепный. Но для меня, как для обозревающего, в нем как раз-таки и кроется вот некоторая вот эта проблема, потому что мне нечего про него интересного рассказать. У него нет каких-то особенностей, то есть он не обладает каким-то характером, он нигде не плох, нигде никакого подвоха в общем нет. Ну, здесь разговаривать просто не о чем. Этот объектив просто, ну, охуенен, он типа пиздатый, я не знаю, что еще сказать, он просто заебись. И тут, в общем, придраться вообще не к чему, никаких косяков, на которые я мог бы посетовать. Нет ничего, о чем можно было бы тут с вами подольше поразглагольствовать. В общем, 16-50 мм объектив от Pentax со звездой просто отличный. Резкий, быстрый, светосильный, без каких-либо косяков с хроматическими операциями, засветками, бликами, с чем угодно. То есть тут прям все окей. И, конечно же, это профессиональное стекло, у него есть пылевлагозащита. И если вы, допустим, обладаете какой-то профессиональной или там полупрофессиональной тушкой Pentax и думали, покупать его или нет, сразу говорю, можете смело этот объектив брать, вообще без каких-либо там особых размышлений. Он прекрасен, он раскрывается на любой тушке Pentax, ведет себя прекрасно. Ну, это если вам действительно реально хочется вот прям максимального какого-то качества картинки добиться. Так что можно смело покупать этот объектив на вторичке, только не забывайте, что там на самом деле уже несколько версий, не помню, 2 или 3 версии на текущий момент. Ну, не обязательно, в общем-то, покупать самую распоследнюю. Самая распоследняя, она дорогущая будет. Можно хоть самую первую взять, она тоже замечательная и крута. Ну, единственное, что может в нем смутить, это все-таки его достаточно большой вес и его крупные габариты. Но за высокое качество картинки приходится все же чем-то расплачиваться. Вот в данном случае как раз-таки размерами и весом, потому что, ну, здесь непростая оптическая схема, здесь все очень круто и навороченно сделано. Ну, я надеюсь, что мой краткий обзор на этот объектив окажется полезен. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете там про светосильные зумы на кропах. Ну и не забываем, лайки ставим, подписываемся, чтобы не пропустить новые видео. И я с вами прощаюсь. До новых встреч.